Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна. Сегодня я буду вязать полуносочки, следики спицами. Немножко решила отдохнуть, повязать спицами. Значит, вот такие вот две пары уже связала. Сегодня буду вязать красные. На размер 38 они у меня будут. Вот с таким вот узором. Новогодние такие вот, узорчик новогодний. Это я вяжу друзьям в подарок. Поэтому, думаю, заодно и вам покажу, как я их вязала. Значит, сейчас по-быстренькому попытаюсь рассказать. Наш носочек, буду его так называть, потому что они высокие получились. Вот от пятки до мыска 23,5 сантиметра в свободном состоянии. Вязать я буду на 5 спицах. Спицы у меня будет номер 2,5. Начинать вязание буду с верха. Вот этот вот узор, я его весь покажу. Описание я его дать не могу, я просто не могу его писать, поэтому придется смотреть. Вот так вот. Ну что еще? Какие ниточки использовала? Ниточки у меня акрил турецкий 100%, картопу флора в 100 граммах 240 метров. Вам не обязательно такую марку искать. Если будет такой же метраж, то значит у вас все получится. Хотя бы, чтобы был подходящий метраж. Ну, если же у вас другой метраж получается, тогда немножечко пересчет петель у вас будет идти. В процессе вязания я длину замеряла, высоту пятой, все я замеряла. Ширину могу еще замерить тапочек, сколько у меня в ширину получился. Ну вот, смотрите, 9,5 в ширину он у меня. Вот так вот, вверх связали с косичкой. Значит, этот узор у меня будет состоять из двух цветов. Красный, зеленый и основной белый, 3 цвета. А вот эти вот я связала уже, это у меня такой кремовый цвет, кремовый, зеленый, желтый и коричневый, из 4 цветов. Поэтому, если есть остатки, подходящие по цветам, вот где их можно применить. Узорчик вяжется очень увлекательно. Может быть, сначала показаться, что сложно. Нет, не сложно. Просто первые 2 ряда свяжите. Всего он состоит из 4 рядов. Простой узор, но вот он хорошо так пружинит, растягивается. Не знаю, мне очень понравилось. Поэтому советую. Кто не знает этот узор, можете просмотреть видео и посмотрите, как его вязать. Ну что, вроде бы все. Берем спицы, берем нитки и вяжем. Поехали. Начинаем вязать. Начинаем вязать сверха следочек. Для этого я сейчас на спицу наберу 61 петлю. Одна петля у меня будет соединительная. Провяжу 5 рядов лицевой гладью. Вот эту вот детальку верхнюю перед косичкой провяжем. Набираем петли. Распределим их на 4 спицы. И будем вязать лицевой гладью 5 рядов. Обычным способом наберем петельки. Ну, думаю, это знают все. Набираем петли, распределяем на 4 спицы. Распределили петли на 4 спицы и все по кругу вяжем лицевыми. Так я провяжу 5 рядов лицевыми и еще один ряд провяжу все изнаночными. О, спицы по столу стучат. Ну. Все провяжем лицевыми. И один ряд все изнаночными, полностью ряд изнаночными петлями провяжу, потом начну вязать косичку. Так, это мне не нравится, надо что-то сюда подложить помягче. Я на 4 спицах давно не вязала. Так, довязала ряд, теперь перевела ниточку и все вяжу изнаночными, петлю не переворачиваю. Как она есть, так и вяжу. Потом лицевые, когда буду вязать, петли буду разворачивать. Все вяжем изнаночными. Дойдем до конца ряда. Вяжем. Закончили ряд изнаночной, одной провязали. Далее буду вязать косичку. Косичку буду вязать 3 цветами. Красный, белый и зеленый. Буду их чередовать. Значит, все петли буду вязать лицевыми. Первый ряд косички.
Первую петельку провязываю красным, потом белым, потом зеленым. И опять дальше чередую. Все вяжем лицевыми. 1 красным лицевая, 1 белым, 1 зеленым. Повтор. Красным 1, 1 белым, 1 зеленым. Итак, вяжем до конца ряда. Петли сильно не затягивайте, но и сильно свободно не бросайте. Продолжаем. Вяжем лицевыми. 1 красным, 1 белым, 1 зеленым. Так идем до конца ряда. Второй ряд. Все ниточки переводим наперед. Теперь все петельки будем провязывать изнаночными. Красный над красным, белый над белым, зеленый над зеленым. Ниточки буду проводить под нитками, под низом. Первую петельку провязываю красная, вторая белая, под низом провели, следующая зеленая, изнаночная, все изнаночными. Вот 3 ниточки у нас. Красная опять идет, под низом ее проводим. Одна красная, 1 белую, под низом провели, 1 зеленая, так чередуем цвета и так вяжем до конца ряда. Под низом провели красный цвет, под низом, под ниточками. Не там захватила. Так, вяжем так до конца. Вот такой у нас получается. Пришли в начало ряда. Теперь ниточки у нас перекрутились, но сейчас мы будем набрасывать ее сверху, и ниточки должны у нас сами по себе раскрутиться. Так что раскручивать пока клубки не нужно. Теперь опять вяжем все изнаночными, только теперь нить будем проводить сверху. Если в предыдущем ряду мы проводили ее с под низу заводили, то в этом ряду будем заводить ее сверху. Это будет последний ряд у нас. Косичка из 3 рядов. Так, изнаночная. Нить провели сверху над ниточками. 1 красную провязали, 1 белую. Нить сверху. 1 зеленая. Нить сверху ложится. Опять повтор. 1 красная, 1 белая, 1 зеленая. И так идем до конца ряда. Нить проводим сверху. Все. На этом косичка закончена. Так, сейчас спицу довяжу.
Довяжем косичку до конца ряда. И следующий ряд провяжем красным цветом все петли лицевыми и один ряд все петли изнаночными. 2 ряда я провяжу, один лицевой, один изнаночный. А потом перейду, буду вязать задник. Заканчиваем. Последняя петелька. Все, довязываем до конца. Закончили вязать косичку. Провязали после косички 2 ряда, один ряд лицевым, один изнаночным. Переходим вязать задник. Значит, задник я буду вязать на 1 и 4 спице. Вот у меня начало, ниточка посередине. 30 петель на задник отделила, плюс еще одну петельку я возьму с передней части. Это у меня будет для симметрии. Когда закончу вязать задник, я ее опять отправлю на переднюю спицу, на переднюю сторону. Значит, сейчас у меня все петельки здесь изнаночные. Что я сделаю? Петли со 2 спицы провяжу лицевыми до конца и обратно вернусь все изнаночными. Первый ряд пройдусь так, а потом буду со 2 ряда с лицевой стороны буду вводить узор. Последнюю петельку с лицевой стороны я буду вязать лицевой, кромочную провязывать буду лицевой, по изнанке кромочную буду провязывать изнаночной. Так, перевернули. 31 петля у меня для 5. Все сейчас провяжу изнаночными. Вяжем до конца изнаночными. Так, начнем вязать сейчас первый ряд узора. Задник я провяжу узором клеточка. Красный цвет, он так освещение падает на него, хотя он у меня очень темный красный цвет. Значит, высота пятки у меня до закрытия петель 7 сантиметров. Узор клеточка, я его описание под видео будет описание, я там описание дам его. Значит, сейчас сразу скажу. Высоту я провяжу 7 клеточек. Ой, нет, не 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 клеточек и 7 сантиметров у меня. Поэтому вы ориентируйтесь по высоте своего задника. Размеры разные. Плотность вязания и толщина нити все равно у всех разная. У меня вот так вот. Так, начнем. Где у нас тут задняя сторона? Первый ряд. Первую кромочную снимаем. 2 петли лицевыми. Одну петельку снимаю не провязанная. 2 лицевыми. Одну снять не провязанной. 2 лицевыми. Одну снимаем не провязанной. Так идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. В конце ряда у нас 2 лицевые и последняя кромочная провязываю лицевой. Первый ряд закончили. Переходим на изнанку. По изнаночной стороне все петли вяжу изнаночными. Все вяжем изнаночными до конца ряда. Последнюю петельку провяжу тоже изнаночные. Второй ряд, все петли изнаночные. Третий ряд вяжем так, как первый. Первую петельку снимаем, 2 петли лицевыми, одну снимаем не провязанная. 2 петли лицевыми, одну снимаем не провязанная. Две лицевыми, одну снять не провязанная. Третий ряд. Так идем до конца ряда. 2 лицевыми, одну снять не провязывая.
2 лицевые, 1 снимаем, 2 лицевые, 1 снимаем, вяжем. 4-й ряд, это последний ряд у нас будет. Снятую петлю мы будем провязывать изнаночной, 2 петли будем провязывать лицевыми. Вот смотрите, у нас в начале идут 2, как изнаночные они выглядят. Мы их провяжем 2 петли лицевыми, 2 петли лицевыми. Следующая снятая петля, я ее провязываю изнаночной, 2 лицевые, снятую провязываем изнаночной, 2 лицевые, снятую петлю провязали изнаночной. Так, идем до конца ряда. Следующий ряд у нас будет повтор с 1-го ряда. Ну, тут еще непонятно, конечно. Значит, заканчиваем этот ряд, повторяем с 1-го ряда. Как же его вот так вот, вот такая вот клеточка у нас получится. Провяжем нужную высоту задника. Я к вам вернусь, начнем соединять по методу пятки боковые стороны. Провязали нужную высоту задника нашего. Теперь будем вязать среднюю часть. Ее буду продолжать вязать по узору клеточкой. Крайние петли буду соединять по 2 с боковыми петлями. У меня 31 петля. Посередине я оставила 11 петель и по бокам по 10 петель. Значит, так, первую петельку я провяжу кромочную. Теперь дальше продолжаем вязать также клеточкой по узору. Что у нас здесь получается? Я 9 клеточек закончила. У меня узор начинается с 1-го ряда. 1 лицевая, 1 снимаю, 2 лицевые, 1 снимаю, 2 петли лицевыми, 1 снимаю. И остается у меня 2 петельки. 1 провяжу лицевой и последнюю петельку переношу, закрываю 2 вместе лицевой петелькой. Все, разворачиваюсь, вяжу средние 11 петель и крайние петли провязываю по 2 с петелькой из боковой спицы. По изнанке 2-й ряд вяжу все изнаночными. Последнюю петельку буду соединять изнаночной петлей по изнанке. Крайнюю ниточку я не обрезала, я ее буду вот так вот поддевать и прихватывать, подвязывать. 2 вместе провязала изнаночные, развернулись и дальше вяжем, закрываем по методу пятки. Первую снимаю, вяжем по узору. Две лицевых снимаю, 2 лицевых провязываю, 1 снимаю, не провязывая, последнюю петельку закрываю, 2 вместе лицевой. Закроем все петельки на боковой спице, вяжем. Пришла в последний ряд, у меня с этой стороны осталась вот одна незакрытая петелька, я ее закрою, когда буду набирать петли на обратном ходу. Значит, здесь у меня получилась вот одна петелька, я последнюю закрываю. Дальше что буду делать? С каждой стороны наберу петли. У меня получится 18 петель по высоте. У вас количество петель может быть разное, другое. То есть под 2 дужками я набираю петельки. И дальше пойду вязать по кругу. И также наберу с обратной стороны. По одной набираем петли. Набираем. Набрали петли. Теперь провязываем
Все по кругу дальше идем лицевыми петлями. Если у вас вот здесь вот образовывается пустота, наберите еще одну петельку и провяжите ее вместе, 2 вместе, чтобы не образовывалась дырочки. Туго подтянуть. Дальше вперед передние 2 спицы вяжу все лицевыми, перехожу на следующую сторону и точно так же наберу 18 петель и буду вязать все по кругу. Сколько я буду вязать, значит, буду вязать, пока у меня на задних спицах не будет опять 30 петель. Сейчас высота пятки у меня больше петель, чем нужно, поэтому я их буду сокращать. Буду провязывать по 2 петельки вместе в каждом ряду. Таким образом образуется небольшой клин подъема у меня. Вперед провязали. Теперь боковая сторона. Ой, это вторая спица. Провяжем вторую спицу и начнем набирать петли. Пришли на вторую сторону. Точно так же я буду набирать петли с этой стороны. Можно набирать это спицей, кому удобно. Я спицей. Ну вот, можно и спицей. Двумя дужками захватываем, не вытягивая сильно. Нет, все-таки я буду набирать крючком. По одной наберем, набираем петли и провяжем до следующего начала ряда. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем вязать все по кругу, сокращать лишние петли на задней части. Сейчас, подождите. Вот смотрите. Вот так вот мы будем их сокращать. Видно? Вот по 2 петельки в каждом ряду я буду сокращать с каждой стороны. В носке я сокращаю через ряд, но здесь я буду сокращать в каждом ряду. Довязала боковую сторону. Вот последние 2 петельки у меня. Я их буду закрывать с наклоном вправо. Вот. Ввожу спицу вот так вот. И 2 вместе провязала. Все. Дальше вяжем все лицевыми. Переднюю часть всю провязываем лицевыми. И точно так же сокращу на обратной стороне. Сократим. Все провязываем. Так, еще одна спица. Так, довязываем. Так, передние 2 спицы провязала. Теперь боковая часть. Первые 2 петельки буду провязывать вместе. Вот все. Дальше вяжем все лицевыми. И так буду сокращать с этой стороны и с этой стороны. В каждом ряду по 2 петельки. Останется 30 петель задняя часть и передняя 30 петель у меня останется. Провяжу еще 2 ряда и начнем вязать узор. Значит, что мы сейчас делаем? Вяжем по кругу все лицевыми петлями, сокращаем лишнее количество петель по бокам. Вот это мы сейчас будем делать. Все, вяжем все лицевыми. Вяжем, сокращаем, встречаемся. Закончили сокращать петли.
Так, сейчас я это замеряю в сантиметрах. Перейдем сейчас к узору. От пятой и до начала узора в сантиметрах у меня получится 3 сантиметра. Значит, после того, как закончили, один ряд я провяжу белым цветом. Основной цвет у меня на узоре будет белый, поэтому первый ряд я провяжу белым цветом. Так, узор буду вязать с середины, вот где у нас пяточка была. Начну вязать зеленым цветом, подключаем зеленую нить. Первый ряд узора. 4 петельки, все петли будем вязать лицевыми. 4 петли провяжем зеленым цветом. 1, 2, 3, 4. 2 петельки снимаем не провязанными. Я их не переворачиваю, как они есть, так и снимаю. Те, которые провязываю зеленым цветом, я их переворачиваю, потому что они перекрученные. Мы же по кругу вяжем. Опять зеленым цветом 4 петельки. 2, 3, 4. 2 снимаю не провязанными. И так вяжем до конца ряда. 4 петли зеленым цветом, 2 снимаем не провязанными. Идем до конца ряда. Провязали. Второй ряд узора вяжем так же, как и первый. 4 петли зеленым, 2 петли снимаем не провязанными. Провяжем его точно так же, как и первый. Зеленый над зеленым, белый снимаем не провязанными. 1, 2, 3, 4. 2 белых снять не провязанными. Так вяжем до конца ряда. Третий ряд узора. Здесь начинается самое интересное. Я повесила себе маркер, чтобы потом не сбиться с начала ряда. Значит, что мы сейчас здесь будем делать? Берем белую нить. Этот ряд весь будем вязать белой нитью. Теперь вот эти вот снятые 2 петельки, мы их будем разъединять, скрещивать. Первую петельку будем скрещивать направо, вторую снятую петельку будем перекрещивать налево. Значит, так. Первую мы перекрестим, когда будем возвращаться обратно. Сейчас перекрещиваем вторую петельку. Сначала провяжем вторую петлю. Не первую, а вторую. Вторую провязываем белым цветом. Вытянули. Со спицы не сбрасываем. А потом следом с-под низу, потому что она у нас перекрученная. С-под низу вот ее захватили. И вторую вытягиваем. Все, снялись со спицы их. Средние 2 зеленых петельки мы снимаем не провязанные. Дальше. Вот они у нас 2 снятые петельки. Сейчас мы их будем перекрещивать. Сначала перекрещиваем первую направо. Первую петельку, когда будем перекрещивать, мы ее провяжем первой. В этом случае провязываем первую, потому что если мы провяжем эту, ну, оно не ляжет так, как надо. Провязали сначала первую петельку, на спице она остается, а следом за ней провязываем вторую зеленую белой нитью и снимаем. Вот, перекрестили. Теперь вторая петелька снятая, перекрещиваем ее, смещаем. Для этого вторую петельку зеленую провязываем белым цветом, вытянули петельку, а потом провязываем снятую петлю. Все, сняли. Вот мы их развернули. Первая у нас смотрит направо, вторая у нас смотрит налево. Далее средние 2 зеленых петли мы снимаем не провязанными. Может сначала показаться непонятно, но провяжите первый, второй ряд, и все пойдет как по маслу. Очень увлекательно. Это может сначала так показаться, что как-то неясно. Так, поехали дальше. Опять у нас 2 петли снятые. Что мы делаем? Первую петельку перекрещиваем направо.
Поднимаем ее с-под низу. Ой. И провязываем белой нитью. Провязали, вытянули петельку. И следом вторая, вот она зеленая, ее тоже провязываем белой нитью. Вот они две провязались, снимаем их. Все. Точно так же проделываем со второй петлей, только в этот раз сначала провязываем вторую зеленую, а потом первую снятую. Следующие две средних зеленых петельки снимаем, не провязывая. Теперь я провяжу немножечко молча, чтобы вас не сбивать. Но это для тех, кто этот узор не знает, поэтому я показываю его. Так, дальше. Опять 2 снятых петельки. Первую петлю сдвигаем направо. У меня спицы упираются в стол, поэтому кажется, что это туго идет. А так, когда сидя на диване вязать, это все намного проще вывязывается. Так. И вторая вот у нас зеленая. Придерживаем, чтобы не убежали они. А потом снимаем вторую зеленую. Вторая у нас осталась снятая. Вторую зеленую провязываем сначала. Придерживаем ее. Дальше провязываем за ней снятую петельку, не провязанную. Средние две зеленых снимаем не провязанные. И так идем до конца ряда. В принципе, в этом и весь узор заключается. Дальше просто будем менять местами. Петельки можете переставлять, как вам удобно провязывать. Допустим, здесь одну провязали на этой спице, эту перекинули на эту спицу, снятую петлю. Так, ну еще один раз. И первую провязали. Средние две снимаем не провязанные. Правая, направо. Вторую. Все сняли. Вторую петельку берем, сначала провязываем, придерживаем. И первую. Вот так вот. Все, вяжем до конца ряда. Пришли в начало ряда. Четвертый ряд у нас, это последний ряд. Все петельки провяжем белым цветом. После каждого, какой бы вы цвет сюда не ввели, можно несколько цветов использовать. Звездочки можно разноцветные сделать, но каждый ряд будет заканчиваться основным белым цветом. Все петли, весь ряд провяжем лицевыми белыми. Все петельки вяжем белым цветом. Идем в начало ряда.
Следующие звездочки будем вязать красным цветом. Все провяжем белым. Ну вот, что-то уже намечается. Закончили вязать белым цветом. Теперь начинаем вязать узор заново с первого ряда. Буду вязать красной нитью. Первый я вязала зеленым, теперь буду вязать красной нитью. Буду менять местами. Значит, у меня здесь зеленый, теперь красным буду провязывать. Вот 4 петельки есть, которые мы скрещали, сдвигали на бок, перекрещивали. Вот эти вот 4 петельки я буду провязывать красным цветом. Между ними 2 буду снимать не провязанными. Те петельки, которые мы скрещали, вот их получилось 4 штучки, их провязываем красным цветом. Точно так же, как вязали, начинаем первый ряд. 4 петли красным цветом, 2 петельки снимаем. Значит, в начале ряда у меня получается, что здесь? Ниточки надо подтягивать сейчас. Скрещенные петли у меня. 2 здесь у меня и 2 на этой спице. Значит, первые 2 я провяжу красным цветом. Первые 2 красным, следующие 2 белым я снимаю. Следующие 4 петли провяжу красным цветом, 4 красным. 2 петельки снимаем не провязанными. Все, дальше идем 4 красным, 2 снимаем не провязанными. Через пару рядов мотивов рисунок уже будет понятный, как и что. 2 снимаем не провязанными. Точно так же, как мы вязали первый ряд. Вяжем 2 ряда, 4 вяжем 4 петли, вяжем красным цветом, 2 снимаем не провязанными. Значит, провяжем сейчас первый и второй ряд красным цветом. Провязала 2 ряда, первый и второй красным цветом. 4 лицевых, 2 белые мы снимали. Опять третий ряд у нас. Берем белую нить и перекрещиваем петли. Снятые петельки будем перекрещивать. Первую направо, вторую петельку налево. Значит, что у нас здесь получается в начале ряда? Эти 2 перекрещиваем, между ними будут 2 снятые. Получается, первую петлю красную я снимаю не провязанной. Следующую белую я перекрещиваю направо. Протянули первую белую, вторую красную провязала белой ниткой. Все, со спицы сняли. Теперь вторая снятая петелька. Сначала провязываем вторую петлю красную, которая за снятой петелькой. Вот вторая петелька. Провязываем сначала ее белым цветом. А потом провязываем первую снятую петлю. Все, скрестили их. Средние 2 красных берем, снимаем не провязанными. Переснимаем. Далее, что у нас идет? Посередине 2 петли снятые, мы их будем скрещивать. Первую направо, вторую налево. Первую провязываю, со спицы не снимаю, следом за ней провязываю заднюю петлю, все провязываю белым цветом, сняли со спицы. Следующее. Начинаем провязывать со второй задней петельки. Вот она задняя. Провязываем ее. Да что ж ты? Провязали и следом за ней развернули и провязали нашу снятую петлю. О. Средние 2 снимаем не провязанными. И так вяжем до конца ряда. Так, первая петелька. Следом за ней вторая красная.
Ой. Сняли со спицы. Теперь одна у нас осталась. Для удобства перенесем ее на эту спицу. Сначала провяжу вторую. Вытянули вот вторую. А потом провязываю первую. Средние между ними 2 петельки. У нас было 4 красных. Средние 2 красных мы снимаем не провязанными. Идем дальше. Провязали. Потом провязываем вторую. Сняли. Теперь вторую снятую петельку провяжем. Для этого сначала первая провязываем та петелька, которая следует за снятой. Потом провязываем первую снятую. Сняли. 2 снимаем. Все, так идем до конца ряда. Вот у нас уже вырисовывается. Так, это у нас 3-й ряд. Первую, вторую сняли не провязанные. Вяжем до конца. Пришли в начало ряда, 4-й ряд. Все петельки провяжем белым цветом. Здесь сзади ниточки подтягиваем, перебрасываем их, чтобы потом сильно большой протяжки не было. Так, второй мотив закончили. Следующий будем вязать опять красным цветом. Все. 4-й ряд вяжем все лицевыми белым. И начнем следующий опять вязать с 1-го ряда. Все до конца вяжем белым цветом. Провязали все белым цветом. Начинаем узор с 1-го ряда. 1-й ряд у нас был зеленым. Я, по-моему, в предыдущем кадре говорила и сказала красным. Ну, ладно. Будем чередовать. Зеленый, красный, зеленый, красный. Провязываем 1-й ряд. 4 лицевыми зеленым цветом, 2 белых снимаем. Значит, что мы провязываем лицевыми 4 петельки? Вот это вот на бабочку похожее, смотрите. 4 петельки, вот петли у нас были снятые, которые мы разъединяли, перекрещивали. Вот их мы будем провязывать цветным. Значит, перед ним петельку мы, получается, снимаем. Вот 4 петли провязываем зеленым цветом. Ну, в принципе, дальше ориентироваться будет легче. Зеленый над зеленым у меня идет. 4 провязали. Следующих 2 сняли не провязанные. Опять 4 провязали зеленым. 2 петельки сняли не провязанными. Так провяжем 2 ряда. 3-й ряд мы будем их перекрещивать. 4-й ряд мы провязываем все белым. И опять начинаем сначала, повтор идет. Вяжем до конца ряда. 4 зеленым, 2 снятые не провязанные, 4 зеленым. Так провяжем 2 ряда. Провязали 1-й и 2-й ряд зеленым цветом. Теперь 3-й ряд. Берем белую нить и начинаем перекрещивать петли. Так, что у нас здесь попадает в начало ряда? 2 снятых петли, одна направо смотрит, одна налево. Значит, сначала провяжу заднюю петельку зеленую. Так, можно захватить, ничего страшного.
потом снятую петельку, с-под низу я ее и сняла. Средние 2 зеленых снимаю, не провязывая. 2 петельки снятых, разъединяем их. Первую сдвигаем, скрещаем направо, вторую налево. Провязываем. В первой петельке сначала провязываем первую белую, белым цветом. Следом за ней провязываем вторую. Снимаем со спицы. Вторая петелька. Сначала провязываем вторую. Потом провязываем вот первую. Разворачиваем ее и провязываем. Снимаем со спицы их. Все, разъединили. Средние 2 снимаем не провязанные. Так, и так вяжем до конца ряда. Это у нас 3-й ряд. Следующий ряд будет последний, 4-й. 4-й ряд все провязываем белым цветом. И начинаем повтор с 1-го ряда. Да что ж, тут не могу развернуться. Ну, перенести их надо. Вот, вторую провязала. Следом провязываем первую. Снимаю со спицы. Между ними 2 снятых не провязанных зеленых петельки. Вот одна, вот вторая. Вторую снимаю. Опять 2. Ну еще раз. Сначала первую провязала, следом за ней провязала вторую. Провязала сначала вторую, потом провязала первую. Сняли со спицы. Средних 2 снимаю не провязанные. Все, вяжем до конца ряда. Следующий ряд, как я уже сказала, все провяжем белым цветом. И начнем вязать все сначала, с 1-го ряда. Вторую. А это уже перенесу на следующую спицу и там буду довязывать. Угу. Все, вяжем так до конца ряда. Продолжаем дальше, начинаем с 1-го ряда. Что мы сделаем дальше? Провяжем, значит, смотрите, сколько я провязала. Опять же скажу приблизительно в сантиметрах. Это у меня 10 сантиметров получилось. Ну вот, 10,5 даже. Значит, после узора я провяжу еще 5 рядов, и как раз у меня начнется, будем уменьшать мысок, убавлять. Значит, мысок где мы убавляем? Когда дойдем до мизинца, где убавляем мысок. Поэтому, если у вас есть возможность примерять, примеряйте. После узора провяжется всего лишь 4-5 рядов, и начнем убавки делать на мысок. Значит, если посчитать по звездочкам, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот 7 красных провязала и 7 зеленых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в конце закончу тоже один ряд белым. Вот, значит, вяжем, какой у вас там размер будет. Может, у вас будет больше или меньше. На это тоже ориентируйтесь. Вяжем длину, дойдем до мизинца, и там я к вам вернусь, будем сокращать мысок. Закончили вязать узор. После узора по кругу я провяжу 5 рядов лицевой гладью красным цветом, дойду до середины мизинца и начну сокращать, убавлять петли на мысок.
Значит, сейчас я это замерю в сантиметрах. Откуда померить? Вот от начала пятой померяю. До мизинца у меня 19 сантиметров. В свободном состоянии у меня 19 сантиметров получилось. Ну да, не в растянутом. Теперь, что я дальше буду делать? Начинаю убавлять мысок. Так, первую петельку провязываю. Первую провязываю. Вторую петельку я буду ее переворачивать и провязывать 2 вместе. Вот так вот. Далее идем все лицевыми, вяжем до конца второй спицы, не довяжем 3 петельки и будем делать следующую убавку. Вяжем все лицевыми. Пришли в конец ряда, на спице у меня 3 петельки, 2 петельки буду сокращать. Вот так вот под низ, чтобы она смотрела у нас направо. Сократили. Следующую провязываю. Переходим на заднюю сторону и точно так же первую провязываю. Следующие 2 провязываю вместе. Убавила. Буду делать убавки через один ряд. Следующий ряд провяжем все лицевыми, убавок делать не будем. Потом следующий ряд буду убавлять, потом опять убавок делать не буду. Так я провяжу, пока у меня не останется по 18 петель. Спереди и сзади по 18 петель останется у меня. И дальше я буду убавлять в каждом ряду. Сокращать петли буду в каждом ряду. Убавим петли, пока на каждой спице впереди и сзади не останется по 10 петель. Останется 10 петель впереди и на задней спице, и я их закрою. Все, сейчас что мы делаем? Вяжем все петельки в конце каждой спицы в начале убавляем по одной петле. Оставлю 10 петель для закрытия мыска. Если кому нужно поуже, можно оставить 8 петель. Так, вот опять осталось 3 петельки. Две вместе. Вторую провязала. Следующий ряд буду вязать без убавок. Потом буду опять убавлять. Так, это я закрыла. Все, вяжем мысок, убавляем петли. Я к вам вернусь. Закончила я вязать мысок. На спице у меня по 10 петель. На передней и на задней по 10 петель. Теперь я его буду закрывать. Кто дружит с трикотажным швом, можно это закрыть трикотажным швом. Я закрою самым простым методом. Ниточку в иглу вдела. Подтянула так, чтобы вот здесь вот остался небольшой хвостик. И на двойную нитку буду собирать все петли. Теперь вот у меня на заду закончилось на задней части. Подвигаю. Сначала снимаю петлю на первой спице, потом петельку на задней спице. Опять петельку на передней спице. Петельку задней спицы. И так по очереди все их соберу на ниточку. На задней, на передней. Сейчас немножечко подтяну. Так, вот этот хвостик. Вот так, чтобы он остался. Идем опять передняя, первая спица. Задняя. Первую петельку сняла.
Вторую сняла. Снимаю. Первую. Так, дойдем до конца. Последние придерживать, чтобы они не улетели у нас. О, еще одна. Последнюю. Последнюю сняла. Все. Аккуратненько. Подтягиваем, сильно не затягиваем. Ну и сильно свободно не бросаем. Вот так вот у меня вот так вот получится. Теперь выводим нить на изнанку. Там это все дело хорошо закрепляем. Так, куда она у нас ложится? И этот хвостик тоже выведем на изнанку. Вывели иголочку на изнанку и по изнанке запрячем все хвостики. Так вот прошью я здесь зад вперед, зад вперед. Вот таким методом. Сейчас обрежу, выверну на лицо. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Сейчас вывернем это. Угу. Что у нас получилось? Вот такой вот мысочек у нас получается. Вот так вот это все выглядит. Такой тапочек. Всем пока-пока. Увидимся.